Интересная сегодня на видеообзоре камера видеонаблюдения с AliExpress из магазина J Craftsman. Модель ее JX EFD M8S, 3,6 мм, 8 мегапикселей, двухстороннее аудио POE. Камера видеонаблюдения, XMI-евская камера, юзер-админ по умолчанию, пароль пустой. И эта камера интересна тем, что заявляет продавец, что она идет с Sony матрицей. Вы можете заказать 5-мегапиксельный вариант Sony с чипом Sony IMX 335 или 8-мегапиксельный вариант, как в моем случае, Sony IMX 415 матрица. Чем Sony матрицы отличаются от обычных матриц? Хорошей ночной картинкой, в основном хорошей ночной, ну и также хорошей качественной дневной картинкой. Но в основном Sony матрицей камеры нужно брать тем, кому важна ночная картинка, где нету дополнительной освещенности никакой, ну и даже при дополнительной освещенности, если у вас есть уличное освещение, камера с Sony матрицей, будет также ночью лучше, четче показывать. Вот такой вот вариант. Это камера в корпусе неповоротном, как видите. Так, в комплекте идут и крепежные элементы, и шестигранник для регулировки кронштейна. В нескольких плоскостях хорошо фиксируется, металлический. Также он, вот что здесь пластик, это крышка. Вот это вот, посмотрим, что под крышкой. Все остальное металл, кроме вот этого вот пятака. Также он пластиковый. Так, здесь резьбы нету, все фиксировано. Но пластик нормальный, добротный. Муфта на RJ45. Камера POE может работать по одному кабелю. Если ты хочешь ее подключить напрямую к своему видеорегистратору или к POE коммутатору одним кабелем, это можно будет сделать. Это POE вариант камеры. Но также эта камера имеет возможность подключаться и 12 вольтами. Вот в этот разъем по стандарту. 12 вольт и кабель от роутера. IP-камера, которая имеет полные возможности, большие возможности. Шаблон для разметки, установки камеры, инструкция. Очень полезная. J Craftsman беспокоится о инструкциях. И здесь на нескольких языках она идет. Английский и русский есть. Тут все, в общем-то, в инструкции ты можешь ознакомиться полностью. Как подключать камеру. POE видеорегистратор, как я сказал, POE коммутатор, содержание, подключение камеры, изменение IP-адреса, если нужно, программа VMS на компьютер, как добавлять. Все, в общем-то, я вам на своих видео показываю, но в инструкции также есть подробно, и это немаловажно. Тебе не нужно будет искать где-то информацию, если какие-то возникнут вопросы. Скорее всего, в варианте, если такая камера в таком корпусе будет идти с Wi-Fi, да, для антенны, вот, наверное, где-то есть здесь отлив, то будет под крышкой еще модуль со слотом под карту памяти. Но здесь такого нету, и очень короткий кабель от динамика. Динамик вот встроенный в пластмассовую вот эту крышку. Сюда, в общем-то, и не стоит и заглядывать. Пакетик с силикогелем лежит, и помодульно там все собрано. POE модуль вот стоит, то есть все тут герметично, поэтому заглядывать нет смысла. Искать слот для карты памяти в этой камере также нет смысла. Камера будет сохранять видео и аудио, если ты хочешь настроить эту камеру в одиночной работе, на облако, как вариант, или на компьютер, программа VMS на карту, на папку компьютера также может сохранять видео. Или же идеальный вариант — это на жесткий диск видеорегистратора в твоей системе видеонаблюдения. Имеет она 3 ночных режима, как видно, уже двухстороннего действия, светодиоды ИК и белого свечения. И также имеет синий и красный светодиод на своем борту. Вариант по человеку, камера может определять силуэт человека, она может переходить в мигание, в мигающий режим по тревоге. Ты можешь этот режим включать, можешь выключать. Здесь также есть у нее, под шестигранник винты, которые ты можешь открутить и извлечь все внутренности камеры сюда вперед. Объектив 3,6 мм, и камера имеет функцию определения силуэта человека.
Эта функция будет работать совместно с видеорегистратором, который также обладает этой функцией определения фиксации лица человека. Это работает именно с аналитикой, с видеорегистратором. Блоки питания, какие могут быть для подключения этой камеры. Вы видите, в комплекте блока питания нету, потому что у вас дается выбор. Или же 12-вольтовым блоком питания 12 вольт 2 ампера с таким вот разъемом подключаем эту камеру. И кабель от роутера подключаем в камеру. Или же POE вариант на большую длину кабеля, потому что по 12 вольт, ну максимум 30 метров по витой паре можно, дальше все зависит от качества блока питания и витой пары. А вот по POE одиночный вариант, вот такой вот POE для одной камеры, или POE видеорегистратор, или POE коммутатор. 48 вольт 0,5 ампера. И до 100 метров ты можешь витую пару на камеру кидать. Будем считать, что это кабель именно на камеру идет до 100 метров. В разъем POE подключаем. Вот это все ты сможешь также сам обжать. Сколько нужно тебе метраж отмерил, купил витую пару и обжал. У меня есть видео, как это все делать. И подключаем в камеру. Больше ничего не нужно. Сюда делаем герметизацию с помощью муфты, которая идет в комплекте. Показывал я вам, как делать. Задавайте вопросы, если кому нужно видео по этому поводу. Здесь герметично глушим. Если нужно, дополнительно герметизируем. Ну, это как вариант, желательно все будет в распред коробке. И берем кабель от роутера. Второй конец кабеля подключен в свободный разъем роутера. В тот же роутер подключен у нас и видеорегистратор, кабель от видеорегистратора. И все это при подключении у нас видеорегистратор будет искать камеру в домашней сети. В розетку 220. Камера загружается. Микрофон динамик есть, щелкает. Несколько секунд даем камере на загрузку. И по идее она у нас уже в домашней сети. Можно в поиске видеорегистратора искать ее. Первое подключение кабелем, и у тебя камера в домашней сети. Видеорегистратор сразу же ее нашел под ее IP-адресом и вывел вот на свободный канал видеорегистратора. Танцев с бубном вообще никаких нету. А еще легче тебе будет, если у тебя POE видеорегистратор, камера подключена к нему напрямую в свободный канал и автоматически выводится также даже без всякого поиска на свободный канал видеорегистратора. Что тебе останется настроить? Это запись, какую ты хочешь на этот канал поставить, постоянку или же по определению силуэта человека. Вот сейчас человек идет и сработала тревога, камера подала команду, видеорегистратор включил запись на жесткий диск. Значки есть, со звуком все это работает. На колонках телевизора, телевизор также HDMI кабелем подключен у меня, или же к видеорегистратору, если у тебя компьютерные колонки подключены, будет все со звуком записываться. Та камера, кому требуется хорошая картинка, смотрите, ну картинка просто классная, детализация на высоком уровне. Не знаю точно, Sony здесь матрица или нет, но судя по всему, что да. Детализация очень классная. Берешь ты даже таким цифровым зумированием, приближаешь, и потеря качества остается на хорошем уровне. Далеко с детализацией, с особой можно что-то будет рассмотреть. Угол также широкий, камера захватывает много. Классно, особенно вот, детализация на высоком уровне. Посмотрим, как все это будет ночью обстоять. Характеристики камеры с видеорегистратора. Также ты можешь с программы VMS посмотреть на компьютере. Все это зайти в веб-интерфейс камеры полностью, во все настройки. Есть возможность смены разрешения. 4К, 4 мегапикселя, 5, 3, 2 мегапикселя. Формат сжатия имеет и старый, и новый H265, то есть с видеорегистраторами, который формат сжатия 264 старый поддерживает, камера будет при переключении в старый формат работать. Число кадров, 15. Вот пишите здесь такой момент, точно я не скажу. Sony матрица при 8 мегапикселях. Какое там количество кадров, я уже и не помню. 15 по умолчанию завода 10 стоит, можно поставить. Опять же, смотрите, это тот вариант, когда, если тебе нужно больше кадров в секунду, ты уменьшаешь разрешение. Ставишь в 5 мегапикселей, у тебя будет возможность поставить 25 кадров в секунду.
при 8-15. Тут уже решай, что тебе важно. Или же разрешение, или же FPS. То есть возможность есть, выбор есть такой. По настройках тревоги проверка автомобиля не поддерживает. 16 канал. Обнаружение людей и тест лица. В этой камере есть. И все остальные моменты, что нужно тебе, ты можешь поставить область, выставить, где нужно, чтобы срабатывала камера, показать следы именно человека, будет она показывать рамкой. Все моменты камера полностью совместима с видеорегистратором. XMI-евский видеорегистратор. Очень хорошая картинка с камеры за свою стоимость. Sony матрица есть Sony матрица. Дневная, бомба, ночная. Также огромная разница с камерами, у которых обычные матрицы. Это видно сразу. В черно-белом режиме все классно, все четко по всей картинке. Также есть возможность перевести камеру в цвет. И будет она показывать вам в цветном режиме. И если есть у вас дополнительное освещение на улице, фонари уличные, она может даже и не переходить в ночной режим черно-белый, а оставаться в цветном режиме и показывать отлично в цветном режиме ночью при дополнительной освещенности. Если в месте установки камеры темно полностью, то она перейдет в черно-белый, но по движению людей, по определению силуэта человека, если ты поставишь, то она будет включать белые свои LED светодиоды и переходить в цвет. И при этом также на офигенном уровне цветная ночная картинка. Не совсем понятна чувствительность, небольшая чувствительность по определению силуэта человека, небольшая, не на большом расстоянии это работает. И фиксация лица человека также не на большом расстоянии. Ну, понятно, что чем ближе, тем лучше камере фиксировать. Кто-то, если подойдет к вашей калитке, к забору, к дому, камера обязательно лицо его зафиксирует. И как это работает с видеорегистратором, рассмотреть моменты быстро можно вот здесь. Вот 16 канал. На втором канале, на 16-м зафиксированы лица камеры, которые это поддерживают. На тех каналах и будет. И заходим на воспроизведение. Поиск по лицу. Выбираешь канал, которого нужно посмотреть. И день. Прогружается фильтр поиск по лицу. Дневная картинка. Можешь сразу открываешь со звуком. Если колонки подключены к видеорегистратору или же к телевизору видеорегистратор подключен HDMI кабелем. Вот пошли воспроизводиться ролики по фиксации лица человека. Картинка, ну, просто классная. Можно открыть больше. Можно с видеорегистратора тут же взять записи на флешку и воспроизводить без всяких кодеков, декодеров на компьютере. Что я, в общем-то, вам и сделал. Так, какие-то убыстренные моменты пошли. Переключаем. И вот в ночном режиме фиксация лица также произошла. Когда камера перешла в цвет и включила свои дополнительно LED светодиоды. И отличная классная картинка. Очень классная камера, могу посоветовать. И тем более за ее стоимость, сколько она стоит. Ну, такое вы не найдете. С таким качеством картинки, может, вы найдете брендовые варианты, но там цена будет умножать на 2, 3, а то и 5. Поэтому ссылку я оставляю, переходите. Вот не знаю, камера продается в Украине или нет, может, даже я ее оставлю сам себе. В Telegram заходите, там будет вся информация по продаже. Всем удачи, до следующих видео.